Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами поговорим сегодня об итогах работы и дальнейшем развитии казначейского сопровождения бюджетных расходов. Но перед этим я хотел бы несколько слов услышать по поводу тех решений, которые были приняты совсем недавно. И один из этих вопросов очень чувствительный, если не сказать болезненный для многих наших граждан. Речь идет о долевом строительстве. Мы знаем, сколько в этой сфере возникало проблем и обоснованных нареканий в связи с тем, что государство недостаточно последовательно осуществляло контроль за этой сферой деятельности, но решения были приняты дополнительные. И с 2017 года, с начала года, значительно меняются правила игры для застройщиков, привлекающих средства граждан для строительства. Я попросил бы Михаила Александровича Меня поподробнее об этом рассказать, остановиться на этом, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, во исполнение ваших поручений по итогам Государственного совета, на котором разбирался вопрос стратегии строительного корпуса, правительством принят ряд мер в целях повышения защиты прав граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов. Внесены изменения в законодательстве об участии в долевом строительстве, которые вступили с 1 января 2017 года в силу. Одним из ключевых аспектов нововведений стало установление требований к финансовой обеспеченности застройщиков, а именно к уставному капиталу в зависимости от площади возводимого жилья. То есть сегодня контрольные органы в субъектах Российской Федерации, чьи функции расширены, смотрят и без их заключения о соответствии с застройщиками требований нового закона такой застройщик не может зарегистрировать договор долевого участия и, значит, не может привлекать средства граждан. Также в данной законодательной инициативе сделана важная вещь в части повышения информационной открытости застройщиков, которые привлекают средства граждан, установлены обязательные требования к составу и достоверности раскрываемой информации. Ну и помимо этого законом урегулированы механизмы банковского проектного финансирования строительства с открытием счетов эскроу для размещения средств участников долевого строительства. Также во исполнение ваших поручений Госсовета внесены изменения в законодательство и приняты подзаконные акты для создания и начала деятельности Государственного компенсационного фонда. Наполнение данного фонда будет производиться за счет обязательных отчислений застройщиков в размере 1% от цены договора долевого участия в строительстве. И в случае возникновения ситуации с банкротством застройщиков фонд будет либо завершать строительство проблемного дома, либо возмещать потери участникам строительства. Для обеспечения полноценной деятельности данного государственного фонда и установления единого механизма защиты прав дольщиков исключительно через компенсационный фонд долевого строительства правительством подготовлены дополнительные поправки еще в ряд законодательных актов, которые в ближайшее время поступят в Государственную Думу. И надеюсь, что наши коллеги в парламенте их рассмотрят и примут в первоочередном порядке. Мы просим вашей поддержки. Так фонд с 1 числа начал функционировать. Спасибо. И в этой связи второй вопрос. У нас по сравнению с 2015-2016 году рост ипотечных кредитов вырос примерно на 30%, а всего с 2005 по 2016 год более 6 миллионов граждан страны воспользовались этим видом финансовой услуги и улучшили свои жилищные условия с помощью ипотеки. Что предполагается сделать для дальнейшего наращивания этого процесса? Спасибо, Владимир Владимирович. Правительство работает по теме ипотеки, имея в виду контрольные цифры, которые были установлены указом президента 7 мая 2012 года. И по этим контрольным цифрам мы должны добиваться выдачи ипотечных кредитов нашим гражданам не меньше 815 тысяч кредитов в год. У нас были хорошие успехи в 2014 году. Таких ипотечных кредитов было выдано свыше миллиона. Затем мы переживали сложное время в 2015 году.
и правительство вам тогда докладывало, вы поддерживали, мы включили программу в рамках антикризисного плана по субсидированию процентных ставок при выдаче ипотечных кредитов при покупке нового жилья в новостройках. Программа оказалась достаточно эффективной. Многие даже считают, что это одна из самых эффективных мер антикризисного плана. По нашим обязательствам мы в целом пока считаем, что не потратим больше 17 миллиардов рублей, а жилья было приобретено в новостройках около 25 миллионов квадратных метров. И с достаточно серьезной стабилизацией на финансовом рынке, при той низкой инфляции, которую мы имеем по итогам 2016 года, правительство приняло решение, что продолжать мы эту программу не будем, потому что сейчас коммерческие банки предлагают уже ипотечные ставки меньше от 12 и ниже процентов. А в рамках антикризисного плана мы как раз добивались того, чтобы для заемщика ставка была не больше 12%. А когда мы принимали это решение о субсидировании, в этот период времени банки предлагали по 15 до 20% годовых. Это было практически невозможно предлагать такой продукт на рынке. Так что эта программа свою задачу выполнила, мы ее сейчас уже не продлеваем. Надеемся, что в течение 2017 года вместе с понижением и ключевой ставки, процентные ставки Сбербанка, ВТБ-24 и других коммерческих банков будут снижаться. И ипотека будет доступнее для наших граждан. По итогам 2016 года, как вы сказали, действительно у нас рост портфеля, и мы имеем контрольную цифру, которую сейчас нам подтверждают органы статистики, 862 тысячи ипотечных кредитов, которые в 2016 году заключены. Надеемся, что в 2017 году мы выйдем на цифры свыше 1 миллиона. В этом согласны и АЖК, наш единственный государственный институт развития жилищного рынка, и Банк России. АЖК работает с Банком России плотно. Больше того, мы сделали так, что, несмотря на то, что у этой организации нет банковской лицензии, но мы на Совете по финансовой стабильности приняли решение о том, что Банк России будет специальным образом наблюдать за деятельностью АЖК. И это позволит добиваться большей стабильности его работы и большей надежности и прозрачности. Больше того, АЖК вместе с Центральным банком провели специальную работу. Это, кстати, одно из поручений, которое было вами дано по итогам Государственного совета, посвященного теме жилища, Владимир Владимирович. И в отношении ипотечных бумаг, которые выпускает специальный агент, это специальный агент, как раз агентство по ипотечному жилищному кредитованию, Банком России применяется специальное регулирование. Это позволяет коммерческим банкам высвобождать ликвидность. Теперь требования не такие жесткие, как раньше при выдаче ипотечных кредитов, и резервирование значительно более льготное. И это позволяет банкам активнее заниматься сейчас поиском заемщиков, работать с подрядными организациями. И теперь АЖК через своего агента по простой процедуре приобретает портфель ипотечных кредитов, выдавая коммерческому банку соответствующую облигацию. Эта облигация сейчас была впервые выпущена в конце прошлого года. Мы посмотрели, как инвесторы к ней относятся, пользуются спросом среди зарубежных и иностранных инвесторов. Думаем, что в этом году такой бумаги будет выпущена ИЖК в объеме около 50 миллиардов рублей. Если рынок позволит, мы не хотим, чтобы рынок чувствовал какой-то перегрев или какую-то нестабильность. Если будет потребность, то ИЖК будет в состоянии выпускать бумагу в большем объеме. Далее, по тому, как... Владимир Ильич, кстати, я бы хотел, если возможно, обратить внимание, буквально на днях прошла информация, что по ипотечному портфелю в Российской Федерации растет просрочка задолженности. Это неправда, это не соответствует действительности. Особенно вчера эта информация активно обсуждалась средствами массовой информации. У нас был пик или наибольший процент неуплаты вовремя причитающихся платежей в мае 2016 года. И с тех пор до настоящего момента эта цифра снижается. Поэтому у нас нет никакой озабоченности. В целом, вот по портфелю просрочки от всего совокупного объема ипотечных кредитов это не больше в настоящий момент 2,8%. Это такой процент и такой уровень, который считается достаточно стабильным по стандартам стран ОЭСР.
Поэтому здесь никакого опасения на рынке нет. Мы внимательно следим и хотим, чтобы на рынке ипотеки не создавалось никаких пузырей. У нас сейчас ситуация достаточно прозрачная и стабильная. Если говорить про задачи на ближайшее время, то наряду вот с этим спросом, который будет, конечно же, обслуживаться коммерческими банками и ипотечных кредитов будет выдаваться больше, наша важная задача, не менее важная, чем само ипотечное кредитование, это обеспечить поставку жилья на рынок. И здесь мы видим, что вот та первоначальная задача по предложению на рынке земли, которая была через фонд РЖС предоставлена, который работал в предыдущие годы, эта задача в основном выполнена, и все близлежащие к муниципальным образованиям земли, особенно это были земли раньше сельхозпредприятий или Академии наук, они вовлечены в оборот, на этих землях строится много жилья. Сейчас на этом этапе, особенно после принятия специального законодательства об освоении промышленных зон, необходимо в городах, в крупных городах, там, где высокий спрос на жилье и там, где это индустриальное жилье, необходимо заниматься освоением участков, где уже морально устаревшее жилье, изношенное жилье, заниматься реконструкцией этих микрорайонов. Такой в мире опыт есть, он активно применяется. И вовлекать земли промышленных зон и создавать там соответствующую коммерческую и жилую недвижимость. Это такая сейчас наша задача, которую мы проводим вместе с министерством и с Единым институтом развития АИЖК. Что касается контрольных цифр, Михаил Александрович это не затронул, нас беспокоило то, что по статистике ввод жилья в 2016 году сократился по отношению к 2015, хотя 2015 год был очень сложным. Но 2015 был самый высокий, это свыше 85 миллионов квадратных метров. Нас предупреждали эксперты, что мы закончим 2016 год с сокращенными цифрами. Для нас было вот что важно, что индустриального жилья на рынке было предоставлено больше, то есть предложение росло. И многоквартирных домов было построено больше, и квартир было продано больше, а частного жилья стало меньше. И вот это сокращение порядка 5 миллионов, мы еще контрольных окончательных цифр не знаем, Росстат чуть позже нам их предоставит, обусловлено тем, по справке Министерства строительства, что основные вводы в предыдущий период частного сектора, это в том числе вклад дачной амнистии. И вот этот фактор снижается, и поэтому у нас общий ввод сокращается, и мы постараемся в рамках вот этого первого полугодия новую иметь статистику по работе для того, чтобы отделять, где промышленным способом и коммерческим способом жилье продается через ипотечные кредиты и другие инструменты, и там, где частный сектор, чтобы считать, что наша ответственность в первую очередь это индустриальное, коммерческое жилье, которое должно в большом объеме поставляться на рынок, не взвинчивать цены, поскольку ипотечное кредитование будет соответствующим образом реагировать. Такая ситуация. Спасибо. Хорошо известно, что сегодняшняя цена на нефть связана с планом по сокращению объемов добычи нефти. У нас Александр Валентинович здесь. Как реализуется этот план сокращения? Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. 10 декабря было достигнуто соглашение между 24 странами, ведущими производителями нефти, о договоренности о стабилизации ситуации на рынке нефти и необходимости с 1 января приступить к сокращению добычи суммарно примерно 1,8 миллиона баррелей в сутки, из которых 1,2 миллиона баррелей в сутки – это страны, входящие в ОПЕК, 13 стран, и 11 стран, не входящих в ОПЕК, 558 тысяч баррелей в сутки. Россия также добровольно принимает участие в этом с потенциалом снижения до 300 тысяч баррелей в сутки. Соглашение действует в течение первого полугодия, и вот мы договорились создать мониторинговый комитет на уровне министров, который впервые собрался 22 января в Вене для того, чтобы обсудить два момента. Первое – это механизм мониторинга исполнения соглашения между странами. И второе, безусловно, это ситуацию, связанную с исполнением соглашения уже в январе месяце. Что касается мониторинга, мы договорились, что в этот комитет войдет 5 стран министров. Это 2 страны, не входящие в ОПЕК, Российская Федерация и Оман, и 3 страны, входящие в ОПЕК, Кувейт, Алжир и Венесуэла. Для мониторинга, мы договорились, будет создан технический
комитет, который будет на ежемесячной основе на базе секретариата ОПЕК собирать информацию по добыче стран, входящих в соглашение, и передавать эту информацию всем странам, которые участвуют вот в этом соглашении. И 2 раза в месяц будет собираться мониторинговый комитет на уровне министров для того, чтобы также подводить итоги. До окончания действия соглашения пройдет еще 2 встречи. Данные, которые будут использоваться по добыче, это данные ведущих аналитических агентств, ПЛАЦ, Аргус, Международное энергетическое агентство, Кера. В целом мы отмечали на этой встрече, несмотря на то, что еще нет статистических данных за январь месяц, о том, что все страны подошли с серьезностью полностью намерений по реализации этого соглашения. Большинство приступило к исполнению соглашения. На основе предварительных данных мы видим, что сокращение добычи в январе месяце составило примерно 1,4 миллиона баррелей в сутки. Некоторые страны сократили больше, чем планировалось, идут с опережающим графиком. По итогам января добыча России сократилась на 117 тысяч баррелей в сутки, что тоже более чем в 2 раза больше, чем первоначальные планы компании, которые мы собирали от нашей компании. Участие нашей компании носит добровольный характер в этой сделке, и мы отметили, что эффективность договоренностей и принятых решений уже видна, поскольку мы отметили стабилизацию цены на уровне $55 за баррель. По оценкам ведущих аналитических агентств, цена находится намного ближе к справедливой цене, примерно на 10-15 баррелей выше, чем она была бы без сделки. Мы отмечаем также существенное снижение спекулятивного давления на цены. $10-15, да? $10-15 за баррель. Мы также видим снижение спекулятивного давления на цены, потому что в начале года, когда цены опускались достаточно низко, количество ставок трейдеров на понижение цен на нефть было рекордным. Сейчас ситуация стабильна. Мы видим также снижение волатильности цен. За январь месяц статистика показывает, что колебания цен были в диапазоне примерно $5, относительно средней $55. Можно говорить также о постепенном восстановлении инвестиционной привлекательности отрасли. И в этом году впервые за последние 3 года ожидают все участники рынка увеличения инвестиций в отрасль, что позволит в будущем избежать обвала добычи. В целом, надо сказать, что встреча в Вене показала, что страны все настроены на исполнение соглашения. Это отвечает как интересам производителей, так и интересам потребителей. И ребалансировка рынка, на наш взгляд, при условии полного соблюдения действия соглашения в течение первого полугодия позволит к середине 2017 года достичь остатков на уровне средних за 5 лет по нефти. Это и есть тот результат, та цель, которая, в принципе, достигается для того, чтобы сбалансировать и стабилизировать рынок нефти. Вот этот объем, так условно, лишний объем на рынке, он когда будет исчерпан? Где-то к середине года? Владимирович, примерно По вашему к середине 2017 года. Это 300 миллионов баррелей, которые сейчас выше многолетних средних остатков нефти на складах. Никаких проблем у наших компаний не возникает? Наши компании исполняют соглашение, и это носит добровольный характер, поскольку это действительно выгодно как и для компаний, так и в целом для бюджета. И те дополнительные доходы, которые получают, сегодня из них примерно 70% получает бюджет. Хорошо, спасибо. 1 февраля выдан первый паспорт болельщика для того, чтобы можно было посещать игры чемпионата мира по футболу в 2018 году. Как эта работа организована, как она будет дальше развиваться? Пожалуйста, Николай Анатольевич. Уважаемый Владимир Владимирович, действительно, сегодня в Москве мы выдали первый паспорт болельщика, и проход на стадион как Кубка Конфедерации 2017 года, так и Чемпионата мира 2018 года будет осуществляться по этим 2 документам. И билет, и паспорт болельщика. Чтобы оформить паспорт болельщика, нужно зарегистрироваться на специальном сайте fan-id.ru. Это могут сделать и российские болельщики, и наши зарубежные гости.
Более того, данная регистрация позволяет получить тот самый безвизовый въезд в Россию, согласно нашей правительственной гарантии, которую мы давали при организации чемпионата мира. Этот документ электронный, плюс это отметка в соответствующей базе данных. И главная идея заключается в том, чтобы сделать посещение мероприятия максимально безопасным и одновременно удобным и комфортным. То есть это исключает какую-то необходимость проведения чрезвычайных дополнительных проверок уже на этапе физического прохода болельщиков на сам стадион. Поэтому мы рекомендуем всем тем, кто уже приобрел билет или планирует посещать соответствующие матчи, заранее пройти эту процедуру. Открыты центры выдачи паспортов болельщиков в 4 городах Кубка Конфедераций. Напомню, что это Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Все они работают, во всех сегодня уже выдаются эти паспорта. Речь идет уже о тысячах соответствующих заявлений. И думаем, что чем ближе мы будем приближаться к лету, тем больше таких заявок будет обработано. Это российская технология. Мы использовали нечто подобное на Олимпийских играх в Сочи. Соответственно, планируем и в 2018 году использовать. И, наверное, на Универсиаде 2019 года тоже не обойдется без такого стандарта. Вообще мы считаем, что это должно стать неким стандартным решением по обеспечению и безопасности, и удобства, и комфорта. И какое место в целом занимает данный паспорт болельщика в общей концепции организации, я думаю, что лучше рассказал бы Виталий Леонидович Мутко. Пожалуйста, Виталий Леонидович. Уважаемый Владимир Владимирович, Николай Анатольевич сказал уже главное событие, которое мы сегодня, такой важный этап подготовки к чемпионату мира, Кубка Конфедерации. Я только хотел добавить, что это один из элементов концепции безопасности, безусловно, которую вы утвердили. Безусловно, нам позволит нам, в общем-то, сегодня усилить меры безопасности, создать более комфортную среду. И немножко это элементы еще дополнительных сервисов, которые мы сделаем для тех граждан, кто приезжает из-за рубежа, и болельщиков российских. Это и безвизовый въезд, это и возможность по этому паспорту болельщика без платного проезда внутри городов проведения чемпионата мира и посещение матчей в других городах при наличии такого билета. Поэтому в целом, в общем-то, надеемся, что сейчас в информационном плане все возможности есть. У каждого болельщика, независимо от места проживания, есть возможность заполнить, получить подтверждение, и Почта России доставит ему такой паспорт. Поэтому в целом мы считаем, что эта работа началась. Сегодня мы предполагаем, что на Кубок Конфедерации будет продано в районе 700 тысяч билетов. Где-то вот сегодняшний день заявки это более 100 тысяч, и уже около 10 тысяч получают паспорт болельщика. Будет комфортно, удобно. Мы продумаем всю ситуацию и логистику. Если нужно будет, такие центры будут установлены возле стадионов, если кто-то или потеряет, или забудет. Так что все условия будут созданы. Ну и в целом, Владимир Ильич, у нас уже совсем немножко времени осталось до Кубка Конфедерации. В целом подготовка идет на хорошем уровне. И 17 июня состоится первый матч в Санкт-Петербурге, уже открытие Кубка Конфедерации. Кто играет там будет? Россия, Новая Зеландия. Хорошо, ладно. Спасибо.